Друзья, всем привет! Сегодня будет у нас небольшой видеоролик, который будет касаться того, как вернуть размытие в некоторые элементы системы. Как вы знаете, разработчики любят с новыми обновлениями убирать это самое размытие для какой-то там мифической оптимизации быстродействия. Но выпуская новое такое стоковое обновление, они это все добро возвращают. Потому я вам покажу в этом видео, что необходимо сделать. Так что присаживайтесь поудобнее, и мы с вами начинаем. Возможно, с одной стороны название будет звучать кликбейтно, но по факту мы все-таки с вами размытие будем возвращать. Наверное, многие подумали, что размытие мы с вами будем возвращать в шторку, но, к сожалению, это не совсем так. Размытие мы с вами возвращаем в элемент системы как ползунки громкости. И также некоторые пользователи отмечали, что и на рабочем столе, и на экране блокировки здесь также может проявляться то самое размытие. Обновить необходимо всего лишь одно стоковое приложение. Вы его сможете найти в нашем телеграм-канале по ссылке из описания под этим видео. Получается, вас это все добро будет вести на следующий пост, и больше, конечно, добавление этого размытия будет касаться МТК смартфонов. Но некоторые пользователи в комментариях писали, тут сколько у нас комментариев, почти 300, и там встречались аппараты со снапдрагонами, и там, в принципе, также вся эта история прокатывала. Что вам необходимо сделать? Вы видите тут скачать, нажимаете сюда, далее вы выполняете загрузку приложения, далее рядом с ним есть три точки, на них нажимаете и выбираете сохранить в загрузке. Если будете пробовать ставить напрямую через Telegram, у вас данное приложение не установится. Дальше заходим в проводник, можете в стоковый, можете в какой-нибудь свой там проводник заходить, то есть кому как удобно. Далее запускаем установку этого приложения, если у вас не дана установка из сторонних источников, мы ее, конечно же, даем. И далее мы с вами обновляем этот самый плагин пользовательского интерфейса. Опять же, в комментарии вы мне сейчас можете пойти и сказать, что эта приложуха может закирпичить наше устройство. И вы будете отчасти правы, потому что все эти действия необходимо выполнять на HyperOS 2.1, HyperOS 2.2. Если вы будете пытаться на HyperOS 2 это все дело выполнять, честно сказать, не знаю, что там может быть. Ну и, соответственно, на HyperOS 1 и на MIUI 14. То есть там все эти действия могут привести к таким негативным последствиям. И после того, как вы обновили всю эту историю, вы получаете размытие в интерфейсе ползунков громкости. Да, мелочь, но приятно. Но, по крайней мере, вам не нужно качать там, допустим, какие-то темы, вам не нужно качать какие-то там сторонние приложухи и тому подобное, чтобы всю эту историю вернуть. Ну а в комментариях пишите, на какие устройства вы попробовали поставить данную тему и вообще, в принципе, на каких смартфонах у вас это сработало. В посте я прописал, что подходит под Poco X6 Pro, под Xiaomi 14T, под Xiaomi 13T и по другие МТК смартфоны, опять же, нужно смотреть еще там в комментариях. Так что спускайтесь в комментарии под этим видео и пишите, мы с вами там подискутируем. Но если видос был полезен, не забудьте ему поставить лайк и поделиться им с друзьями. Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч.